развитие и дальнейшее насыщение и наполнение коридора север-юг. Вот расскажи, пожалуйста, «Газпром», коридор север-юг, мы его знаем в основном как транспортно-логистический. Теперь расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, каким образом здесь может быть причастен «Газпром»? Давайте, чтобы нас никто не обвинил, что мы что-то не то говорим, с официального телеграм-канала комментарий Миллера. Взаимовыгодное партнерское взаимодействие «Газпрома» и СОКАР, State Oil Company of Azerbaijan Republic, на всякий случай, динамично развивается. В частности, речь идет о проекте «Север-Юг», о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства. Вот теперь давайте думать, каким образом Алексей Миллер, «Газпром» может быть связан с проектом «Север-Юг». У нас, конечно, разные чудеса бывают. Роснефть на Дальнем Востоке газовозы строят вместе с нефтяными танкерами. Но поверить в то, что именно Алексей Миллер, компания «Газпром» начнут пробивать тоннели на оставшейся непостроенной железнодорожной трассе Речь-Тостара, я как-то затрудняюсь, что он вдруг в железнодорожники уйдет. Чем, так сказать, не вариант. Тут, конечно, хочется сказать, что логичнее было бы, если бы участие в этом проекте принимала РЖД, но как раз логичнее об этом не говорить, если мы хотим увидеть законченный этот проект, а не снесенный вправо в бесконечность. А если серьезно, без иронии, то, по-моему, мы в этой студии уже обсуждали это прозвучавшее в свое время из Тегерана предложение о поставках российского газа в Иран. Мне кажется, что речь идет как раз об этом. Напомню, что в 1972 году было достигнуто соглашение о поставках иранского природного газа в Союз Советских Социалистических Республик. Был построен соответствующий газопровод до тогдашней границы Советского Союза. Нынче это оказались границы Азербайджана после 1991 года. Поставки были начаты, для чего это надо было Советскому Союзу. Уже были подписаны все соглашения о поставках газа в Европу, причем не в восточную, не в страны Совета экономической взаимопомощи, а именно в западную. Соглашения были с Федеративной Республикой Германии подписаны, с Австрией. Месторождения нашего Тюменского севера еще не были разработаны до промышленного уровня. Нужно было подстраховаться. Собственно говоря, подстраховались. Поставки шли 3 года. Дальше случился 1979 год, революция. Во время революции никак. После революции выяснилось, что Советский Союз ввел ограниченный контингент в Демократическую Республику Афганистан. И здесь у нас возникла пауза, прямо скажем. Но за то время, пока все это происходило, то есть 5 лет вполне хватило, чтобы для нашего тогдашнего советского Закавказья был подан газ из сибирских недр исключительно в том же объеме – 10 миллиардов кубометров. То, что приходит в Баку, пересекая горы и реки. Иран – это не Украина, не Прибалтика. Здесь из того, что построено, ничего в металлолом предпочитают не сдавать. Газопровод есть. Понятно, что его не проверяли, он долгое время не использовался. Газоотвод в Армению от него сделан. Достаточно известная сделка «Газ в обмен на электроэнергию». Армения после всех событий оказалась, собственно говоря, в блокаде. Прямой границы с Россией нет. Поставки газа всегда шли через территорию Азербайджана. Потом, когда начались разработки азербайджанских месторождений, просто из Азербайджана, соответственно, нет. С Грузией у нас возникли сложности. Сейчас они вроде решились, но там трубы нет. И, собственно говоря, на мой взгляд, эта сделка была выгодна как Армении, так и Ирану. У Ирана его крайний север, суровые условия, то, что, правда, южнее Южного Кавказа, но это суровые северные условия, малая плотность населения, мало крупных городов. Для того, чтобы осваивать свой крайний север, нужно строить электростанции. В отличие от нас, Иран от пятилеток не отказывался. Они появились еще при Шахе, потом были отменены, пока Аятолла Хаминеи заявил после очередного заседания Совета
аятолл о том, что возвращаемся к пятилеткам. Поэтому про опережающее развитие электроэнергетики он точно знает. Поставки идут, объемы, правда, небольшие. Грубо говоря, там не используется никакой бартер, поэтому никакие денежные единицы, по-моему, вообще не используются. Соответственно, никакие санкции, рестрикции не страшны. Если из кубометра газа можно произвести там, условных 4 киловатта электроэнергии, то 3 уходят на территорию Ирана, оставшиеся за работу в качестве оплаты остаются в Армении. Армения преодолела свой энергетический кризис, Иран получил готовую электроэнергию, в которую не надо вкладываться на свой север. Вот это единственное, что используется. Если проверить оба этих газопровода, подходящие с севера к территории Азербайджана из России и связавшие в свое время Иран и Азербайджан, понятно, что в обратном направлении поставки должны будут осуществляться, то мы действительно получим то самое направление, север-юг. И тогда загадочные комментарии господина Миллера становятся понятен. Вероятнее всего, речь, на мой взгляд, идет именно о том, чтобы от теоретических разговоров о поставках газа, там, договорились уже до 100 миллиардов кубометров в год, но мне кажется, что начинать надо с того, что уже готово. Если газопроводы есть, если нужно проверить только их техническое состояние, поставить новые компрессорные станции, то вот первый шаг можно сделать. Ну и кроме того, напомню, что в перерыве между санкциями в отношении Ирана с 15 по 18 год, в 15-м, когда было достигнуто соглашение по ядерной программе Ирана, в 18-м, когда мистер Трамп из этого соглашения вышел, Иран озаботился тем, что нужно куда-то поставлять газ. Напомню, что крупнейшее в мире на день сегодняшний месторождение нефти, газа конденсатное, то есть все сразу. Южный Парс, так его называют в Иране, Северный Купол, так его называют в Кувейте. Огромные объемы и нефти, и газа. Вопрос был, куда поставлять. Многочисленные разговоры о том, что можно поставлять в Европу. Ну, для Ирана это вряд ли такой выгодный вариант, потому что после того, как Соединенные Штаты из соглашения вышли, европейцы очень много слов говорили, что мы-то не выходим, мы сохраним все наши договоренности, мы придумаем новую систему оплаты, создадим специальный банк, чтобы рассчитываться с Ираном. Разумеется, ничего не получилось. Идея, которая в Иране возникла, проект Иран ЛНЖ, иранский СПГ, был подписан и началась реализация контракта с немецкой компанией Линде. Как ни удивительно, тут тоже почти совпадающие цифры. Предусматривалось строительство 2 технологических линий по 5,3 миллиона тонн в год каждая. Разумеется, после 2018 года Линде, как обычно, такая традиция, как только где-то напугали, сразу же убежала. То есть проект есть, но он как бы не реализован. Но еще раз, 10 миллиардов кубометров годовая мощность российско-азербайджанского газопровода, 10 миллиардов транзитная годовая мощность газопровода Иран-Азербайджан, 10,6 миллионов тонн недостроенный СПГ-завод на юге Ирана. Может быть, вот это такое начало. Ну, будем посмотреть, может быть, какие-то комментарии будут, хотя вы, надеюсь, понимаете вот по комментарию Алексея Миллера, что полного раскрытия информации ждать не приходится. Время сейчас такое, что проще сказать, когда проект уже готов и работает, а не тогда, когда мы что-то планируем, потому что обязательно что-нибудь придумают. Мастера изобретения, но они, правда, сейчас там каким-то делом заняты, выбор или что-то такое, так что можем как-то тихонько проскочить. Вот такие мысли по поводу газа. И еще одна тема, которая прозвучала на Я встрече. думаю, что тем на самом деле больше. Да, вот, да. Ну, сейчас надо следить, когда начнется публикация. Может быть, да, когда пойдет какая-то конкретика. Да. Но вот конкретика, которая прозвучала из уст Владимира Путина на встрече с Ильхамом Алиевым, это то, что Россия и Азербайджан приступят к совместному строению современных танкеров для нефтепродуктов «Река-море», Российская объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод будут вместе выпускать
именно подчеркнуто современные танкеры река-моря для нефтепродуктов, что позволит выйти на мировые рынки. Для нефти и нефтепродуктов. Да, да, ну нефти и нефтепродуктов. Соответственно, скажи мне, пожалуйста, в регионе, где, по-моему, из 5 стран... У 5 стран есть нефть. Да, у 5 стран есть нефть. Будут возить друг другу по кругу, чтобы делом заниматься. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Ну, а если серьезно, то скажи мне, кому нужнее эти танкеры, и если реально, то куда могут поставляться нефтепродукты, ну, допустим, если эти танкеры нужны России, да, то есть куда мы можем поставлять эти нефтепродукты? Скорее, все-таки речь идет о нефтепродуктах, чем о нефти. Ну, давайте гадать, потому что комментариев никаких нет. Все наши СМИ радостно сообщили, что есть вот такое соглашение. При этом ни в одном из этих информационных порталов не прозвучало, что, собственно говоря, придумали. Возить нефть из России в Азербайджан и из Азербайджана в Россию, причем по морю, несколько загадочно. Так что остается только думать, гадать, пытаться вспомнить, для чего, какие проекты, может быть, приостановлены. Если говорить о России, то Волга впадает в Каспийское море. Может быть, как вариант, и возможность использования нефтеналивных портов Астрахани, Оля. У них там акватории соприкасаются друг с другом, и особенно Махачкалы, там наибольшее количество терминалов, для того, чтобы использовать Волгу для поставки нефтепродуктов вдоль ее течения. Ну, один из вариантов, который приходит в голову. Но подробных комментариев по этому поводу нет. То есть я сейчас сижу и пытаюсь вот понять, что стоит за этим соглашением. Если в таком режиме, то, может быть, это оправдано тем, что, может быть, удастся снять какую-то часть нагрузки с российской железной дороги по перевозке нефтепродуктов. Уже не первый год идут опоздания. В прошлом году тут у нас собрался целый творческий коллектив, который следил за путешествием 2 вагонов в Сибирь. Сделка была заключена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Там срок доставки 1 месяц. Мы проследили. На мой взгляд, рекордная отметка была 8 месяцев шли вагоны. Шли цистерны. То есть, в этом году нефтепродукты переведены в более высокую категорию. То есть, по приоритетности в 3-й категории. Но все равно тяжело. Опоздание уже есть. И если смотреть со стороны, как все это выглядит, то есть... заглядывает господин Новак в РЖД, сроки выполняются. Нет его там 2 недели, не вызывает он к себе никого. Наши нефтетрейдеры, наши независимые компании, прежде всего владельцы АЗС, начинают сообщать, что пошли опоздания. Дальше визит Александра Новака, и опять у нас все пошло нормально. Вот. Может быть, даже частичная разгрузка РЖД, особенно вот в южном направлении, у нас южное направление сейчас занято другими грузами более высокой категории, надеюсь, понятно, о чем говорю. Может быть, вот такой вариант. Тем более, что у нас по срокам подходит время окончания проекта по модернизации Волгодонского узла. То есть, может быть, вот где-то здесь нащупывается. Как вариант, перевалка нефти, которую добывает тот же «Лукойл» не через трубопровод КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, отправка в порты Черного моря, но в Черном море у нас только Новороссийская, и у него загрузка достаточно высокая. Так что, может быть, вариант с доставкой нефтепродуктов от южных нефтеперерабатывающих заводов. И в Махачкале завод есть, и в Астрахани есть. Может быть, вот такая развозка вдоль по Волге с возможностью заходить в течение Дона, может быть, вот как-то туда. Это первое, что приходит в голову. Вторая мысль, для чего это может быть интересно Азербайджану, потихоньку наращивает поставки Казахстан не через КТК, а через то самое Каспийское море.
Там объемы небольшие, проблема еще и в обмелении Каспия, как раз в акватории портов Казахстана, но потихоньку там что-то нарастает. Может быть, вот такой вариант. Может быть, заинтересован Азербайджан. У Азербайджана есть собственные нефтепроводы. Собственно говоря, казахстанская нефть, которая морем приходит, отправляется по трубе. Но здесь есть такая химическая проблема. Трубопроводы Азербайджан строил для себя. Основной сорт нефти Азербайджана Азри-Лайт. В общем, низкосернистая, очень низкая плотность, то есть более высокого качества, она премиальная по отношению к бренду. Нефть Казахстана, брат-близнец Юралса, тяжелая, сернистая. То есть, если трубопровод начал использоваться под тяжелую сернистую нефть, то в дальнейшем отправка легкой малосернистой требует сначала, простите, химической промывки. Иначе идет блендирование, и на выходе покупатель не понимает, что к нему прибыло. Что за смесь вы организовали прямо в трубе. Может быть, как вариант, один из трубопроводов, из нефтепроводов будет использоваться конкретно под казахстанскую нефть. Но об этом тоже никаких комментариев нет. Есть еще и третий вариант, еще более загадочный. На морской границе Ирана и Азербайджана было открыто достаточно крупное месторождение. Поисковые суда сумел построить Иран, поискал, нашел, оконтурил на границе. Долгое время без спешки, не торопясь, выясняли, как мы его будем, собственно говоря, разрабатывать, потому что вот частично с вашей стороны, частично с нашей стороны, но вы открыли, договорились. Договорились как раз в тот момент, когда с Ирана были сняты санкции. Когда надо было какое-то технико-экономическое обоснование разрабатывать, что с этим месторождением делать, санкции вернулись. Здравствуйте. Вот. И тогда меморандум или соглашение, там протокольное такое, подписано между Ираном и Азербайджаном, что финансировать готов Азербайджан. У него есть нефтяные деньги. Иран делает вид, что у него нефтяных денег нет. Так бывает, он же под санкциями, денег нет. Они намереваются искать компанию-оператора, которая возьмет на себя строительство буровой платформы, добычу. И такая большая загадка, к кому же в Каспийском регионе можно обратиться. Вот. Вагит Аликперов, конечно, здесь совсем ни при чем, но больше обращаться некуда, на самом деле. Если к этому проекту удастся вернуться, времена сложные, то есть, на самом деле, для этого месторождения нужна компания, имеющая опыт, или, как сейчас принято говорить, компетенции, технические возможности заниматься подобного рода проектами, которая при этом не боится санкций, которые наложены, накладены, как правильно, не знаю, пусть меня в мире поправят, навалены, может быть, на Иран. Страна, которая не боится иранских санкций, антииранских санкций, это та страна, которая не боится антироссийских санкций, то есть сама Россия. Но если этот проект начнется реализация, то, естественно, возникает вопрос. Нефть подняли, что дальше? Строить трубопровод? Куда? Если в Баку на нефтеперерабатывающий завод, далековато. Тем более, что по соглашению Каспийских государств это надо будет согласовывать со всеми странами бассейна. Соответственно, с Ираном, Казахстаном, Иран, Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркмения. Если поднимать для того, чтобы заправлять танкеры, то, может быть, вот это соглашение как раз представляет всеобщий интерес. Всеобщий интерес в том плане, что нефтеперерабатывающие заводы есть у Азербайджана, есть у России на Каспийском побережье, у Ирана нет. Ирану нужны готовые нефтепродукты или строить новый нефтеперерабатывающий завод. Строить новый нефтеперерабатывающий завод не так выгодно, выгоднее договориться о том, что готовые нефтепродукты получат частично из Азербайджана, частично из России или там как-то еще. Я очень надеюсь, что какие-то комментарии мы по этому поводу услышим, но вот, эта новость для меня пока самая загадочная. Ну вот ты уже упомянул последнюю вот эту вот версию, да, о том, что все основные, так сказать, добычные месторождения у Ирана на юге, а север как раз-таки, получается,
продуктодефицитен, соответственно... Ну, он вообще энергодефицитен, там и крупных электростанций нет, и газ то же самое надо поднимать. Ну, хорошо, сейчас, если задействовать газопровод, который строили в 70-е годы, ну, туда, если вы хотите там газифицировать все подряд, нужна еще и газораспределительная сеть. Выгодно, невыгодно, сказать сложно. Ну вот, а готовые нефтепродукты из России и Азербайджана по вот этими танкерами вполне... Вполне съедобный вариант. Другой вопрос, что мы ограничены со всех сторон. Мы ограничены соглашением ОПЕК плюс раз, и мы ограничены невозможностью строить новые нефтеперерабатывающие заводы. У нас и Александр Новак сообщил, что новые нефтеперерабатывающие заводы России не нужны, и Министерство финансов это достаточно давно запретило. Напоминаю, что в этом году мы отмечаем 15-летие проекта ВНХК-30, Восточный нефтехимический комплекс, предложенный компанией «Роснефть» в далеком 2009 году. Почему 30? Это мощность по переработке. Строить «Роснефть» предлагала непосредственно на газопроводе, на магистральном нефтепроводе Восточная Сибирь, Тихий океан, потому что сейчас экспорт сырой нефти вот прямо из трубы в порту Козьмина 50 миллионов тонн. Предложение Роснефти ВНХК 30. То есть 30 миллионов тонн из этой нефти перерабатывать с тем, чтобы, так скажем, и рабочие места получить, и наш Дальний Восток обеспечить нефтепродуктами в необходимом количестве. Регион растет, там 2 стареньких завода. Хабаровский в Комсомольске на Амуре 44 года, 36 года рождения. Понятно, что модернизировано, но все равно не хватает. Но, тем не менее, запрещено. Сколько там длилась переписка Роснефти с Министерством финансов, столько отказов и было получено. Соответственно, возможность строить новые заводы на Каспийском побережье, ну, если господин Силуанов разрешит, может быть, построим, а может быть, нет. Напомню, что пару лет назад со стороны Ирана уже была просьба, вот как раз про свои северные провинции, он и думал. Была предложена бартерная сделка, вы нам нефтепродукты на север, договоримся там о каком-то коэффициенте, нашу нефть на юге, для того, чтобы рассчитаться, чтобы не попадать там в какие-то банковские операции и прочее. Мы ответили гордым молчанием, потому что просьба со стороны Ирана 4 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе бензин. Немало. Вот. Мы промолчали. А если говорить об Азербайджане, то нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева загружен сейчас менее чем на 50%. Понятно, что его не модернизировали. Так сложилось, что Азербайджан сам себя обеспечивает нефтепродуктами, но никуда их не экспортировал. Видимо, в силу географических особенностей. Вот предложить просто... То есть его не модернизировали, может быть, как один из вариантов поставить новое свежее оборудование, чтобы продукция попадала в соответствующие классы по экологичности, и готово. Тем более, что Иран по здравом размышлении на класс Е5 просто не пошел. Там просто у населения спросили, вот нам хватит класса Е4? Население сказало, вполне. И Иран не стал, собственно говоря, двигаться дальше. Ну, это про то, как кто беспокоится об экологии. Мы-то стремились к этим экологическим классам, потому что у нас основное направление экспортных поставок была Европа. Те гнали экологические классы, ну и мы вынуждены были вслед за ними, чтобы соответствовать. Теперь, может быть, можно поразмышлять, а может быть, нельзя. Мы же боремся за климат, это глобальное потепление и прочие углекислый газ. Насколько я помню, все-таки Азербайджан занимался модернизацией своего нефтеперерабатывающего завода но в тех объемах, которые нужны самому Азербайджану. Да, и насколько я помню, во всяком случае, когда я там работал, 95-й бензин они импортировали, но вот сейчас, по-моему, они модернизировали до того варианта, что в 95-й бензин они производят уже сами. Да, но только на тот уровень спроса, который есть в самом Азербайджане. Ну, запас этих... Вопрос в объемах. Да. Завод позволяет увеличить объемы. Может быть, какой-то такой вариант просматривается. Будем следить за комментариями. Будем следить, может быть, от наших каких-то компаний новости придут. Может быть... Ну, как минимум, от «Газпрома» ждем. Будет ли он строить железнодорожный тоннель на север-юг? Ну, Владимир Путин поставил же задачу все-таки
Решта-Стара закончить этот, сколько он там, 150 километров, по-моему, этот Да, 150, небольшой участок. 150 километров и 20 с лишним миллиардов долларов. Да. Там на этот участок, по-моему, в общей сложности еще около полусотни тоннелей, мостов через ущелье и так далее. То есть там такая инженерная битва будет за то, как все это преодолеть. Ну, вот такие мысли вслух. Ну что ж, мне кажется, что по примеру Росатома, если все-таки «Газпром» возьмется, то... Да, ну, условия со стороны Ирана известны. Не участие российской железной дороги, причина тоже известна. В свое время было подписано соглашение о том, что РЖД занимается восточным участком иранских железных дорог от границы с Туркменией на юг туда. То есть вот это восточный маршрут международного транзитного коридора север-юг. С восточной стороны Каспия железные дороги, они начинаются на севере в России, через Казахстан, Туркменистан. И вот теперь уже 2 станции позволяют проходить составом в обоих направлениях. Смена тележки. У нас разная ширина колеи. 15-20 у нас, 14-35 в Иране. Но вот Туркменистан одолел. Все необходимое для этого есть. РЖД торжественно пообещала, что эти участки железных дорог будут электрифицированы. Было подписано соглашение о поставках подвижного состава и развязки, то есть новые железнодорожные станции, чтобы составы в 2 страны ходили. В 2019 году торжественно было открыто представительство РЖД в Тегеране. В 2020 году не торжественно закрыто, и в одностороннем порядке РЖД из проекта вышло. Поэтому сейчас пытаться предлагать Ирану участие РЖД в каких бы то ни было проектах на территории Ирана затруднительно. Может быть, как раз, да, соглашение подписано, Россия готова профинансировать не полностью, 70/30, 70% финансирования со стороны России, 30% со стороны Ирана. Азербайджан тихо молчит, потому что как раз он все сделал для того, чтобы железнодорожные составы из Ирана в Азербайджан и обратно уже шли. Станция Астара, она в свое время была разделена границей надвое. Это события там, революционных лет прошлого века. Опять же, разная колея. Азербайджан за свой счет модернизировал, построил новый железнодорожный мост, подготовил оборудование для перестановки тележек. То есть все сделано. Дальше санкции. Вот. Но, опять же, появилась страна, которая на антииранские санкции отвечает точно так же, как и на антироссийские. Да. Ну, теперь вот дело за малым. Соглашение подписано, надо найти компанию, которая за это возьмется. Я так понимаю, что мы ждем, когда компания «Ирга Уголь» закончит Тихоокеанскую железную дорогу, тогда подрядчики, которые этой дорогой заняты, освободятся, и их можно с Дальнего Востока перебросить на юг. На юг. Ну что, переброской рек мы занимались. Да, главное, чтобы это не попало в руки РЖД, потому что тогда, я думаю, что Иран в одностороннем порядке из соглашения выйдет.